Я все-таки хотел бы отталкиваться от логики. И вот есть пространство, да, это по сути коммерческая недвижимость свободного назначения. Она где-то зарегистрирована и где-то есть имена, то есть те же самые собственники, БТИ, МФЦ, Давай я whatever. по секрету всему свету расскажу сейчас. Мы как будто в другой вселенной, понимаешь? Мы в другой реальности, в параллельной. То есть вот этот вот подвал, который находится в историческом здании, он находится под землей другого государства, Ну, типа. которого не существует. Да, в параллельной реальности. Параллельная реальность. В портал заходишь, да. В портал. Ты заходишь в портал, С ума баха, сойти. оказываешься. А знаешь, прикол еще какой есть, что у нас есть дверь, зашитая в стену, правда, которую открываешь, и ты оказываешься в подземном переходе. Метро, В Беларусь. подземном переходе, нет. вот Это который там- через Тверскую? Да. С ума. Это, подожди, это как Я запасной даже знаю, черный где, да, выход? я даже знаю, где он открывается, где сейчас стоят автоматы с японской хуйней вот этой всей. Да, Ты за да. автоматом открываешь эту дверь. С ума сойти. Но она тоже в стене, она тоже зашита. Прикинь, это получается, оттуда можно входить в Слинять чайную? можно. Или надо входить, зачем слинять? Кто хочет из чайной уходить, в чайную только хотят через входить. 15-20 лет, когда через 15-20 лет чайная устареет, как раз через столько она, наверное, и устареет. Не надо будет делать огромный рестайлинг, ты просто дверь в другую сторону переносишь. Новая чайная. Где она? Заходишь, Соответственно, опа. у главного входа толпятся люди и не могут попасть, а Да. те, кто знает, просто заходят в переход и Да, попадают да, в чайную. Это гениально, это шикарно. Как клево то, что сейчас люди теперь об этом узнают. Да, и все начнут толпиться в переходе. Мы, собственно, говорим про вот этот логотип, который у вас на кителях изображен. То есть это не китайский иероглиф, Да. Ром? Да? Чайник, это Это стилизовано? Это именно логотип, да, это Чайник. то, что выглядит как иероглиф, но значения никакого как слова или буквы не имеет. Это изображение чайника, которое с нами вот еще с тех пор, когда это была именно чайная, с ее смысловым посылом чайный. Чайная, чайник. С ума сойти. Остался с Да, нами. чайный. Это стиль. Да, чайный. Другой парламент нету, это вместе чай. Нет? Да, дело это гадкое. Да, получился такой симбиоз на уже существующую чайную, наложился алкоголь немножечко, а потом еще больше. И таким образом получился симбиоз алкоголя, чая, tea and cocktails. Все просто. Мне нечего Поэтому добавить. нас иногда называют чайники. Чайники. Чайник. В определенных местах нарисованы эти чайники. На полу, Как граффити? на стене. Просто такие, как штампы стояли. Офигеть. И на полу, на асфальтах до сих пор еще где-то можно там на куске асфальта найти. И просто люди шли по ним и приходили к серой двери, к нашей. А на нашей серой двери черный вот такой знак этого чайника. И ты туда звонил и заходил. Офигеть. Вы там что-нибудь кроме барных станций делали вообще? И вообще ничего не делать. Так ничего не надо было делать, все сделано. Я тебе говорю, бар появился при стечении миллиона обстоятельств. И когда многие люди Это космос. многие гости спрашивают, могли бы вы это повторить, это невозможно. Невозможно, потому что это космос. Это невероятное место, которое не повторить ни при каких условиях. Фокус в том, что вот, чтобы ты понимал, да, как работает закрытая дверь. Вот сидят гости в баре, стоят ребята, которые работают в баре, да, играет музыка. Ну, вот кто бывал в чайной, или вот ты у нас бываешь, ты подтвердишь, что в чайной никогда не бывает громко. Никогда не бывает. Мы стараемся не делать каких-то резких движений. Мы стараемся громко не разговаривать, не шуметь. И вот между гостями, между собой образуется определенный коннект. Ну, такая как химия, она невидимая, и все начинают играть по этим правилам. То есть тебе, сидя в чайной, не хочется сказать что-то громко, потому что все говорят в полголоса. Понимаешь, да? И все начинают... Даже если выпивший человек, Да, который да, начинает... да. Он начинает говорить тише. Это как, ну вот, в куче пьяных кто-то начинает говорить громче, следующий говорит еще громче. Да, Тише работает так же. Хочешь успокоить пьяную толпу, говори шепотом. И все начнут говорить шепотом. А когда это делает много людей, которые с тобой вообще не знакомы, ты, естественно, не хочешь как бы показаться невежливым и начинаешь говорить тише. Но и это еще идет от нас, этот посыл, потому что мы стараемся не шуметь, резких движений вот таких никаких не делать. Говорить в полголоса и говорить не быстро. Это как бы основные, как сказать, это основные поинты чайных церемоний. Ты во время чайной церемонии не можешь двигаться быстро. Это нельзя делать, потому что ты разбудишь человека, который под чаем. И здесь такая же история. И вот представляешь, вот проходит там 3 часа, бар заполнен целиком. Сидят гости, вот там Го стучит ножом, кто-то стучит шейкером. Все говорят в полголоса, все друг друга вот укачивают вот этим своим состоянием. И если бы не было железной двери, заходил бы чувак и говорил:
привет! Все, блядь, проснулись, типа, пиздец. А здесь он звонит, все отвлекаются, на долю секунды отвлекается Кто каждый. пришел? Все ждут, да. Все такие, сидят, типа, которые кто? гости, все, которые находятся в баре, в зале, все слышат звонок. И все на секунду замолкают. Кто пришел? Кто-то пришел. И ты идешь, открываешь дверь, и этот человек заходит, и все уже готовы к тому, что кто-то пришел. Идеально. И тогда все Идеально. начинают вновь как бы быть готовы к тому, что нужно человека знакомить. И еще часто бывает такая штука, что когда заходит человек, вся барная стойка поворачивается и говорит «добрый вечер». И если Незнакомому человеку. Да, если Класс. человек впервые, как правило, он останавливается. Он останавливается такой типа... И потом он уже идет вот так медленно очень. Он не понимает, что происходит. А тот, кто постоянно приходит, он заходит и уверенными шагами ему говорят «добрый вечер», он говорит «добрый вечер» и проходит дальше. Ну и может быть как раз вот в этот момент появляется такая небольшая какая-то химическая реакция происходит, и вот начинается более плотная связь с этим местом, потому что когда ты приходишь, и ты так входишь в него, и тебя уже начинают воспринимать, знаешь, как уже часть этого места. Да. Ты пришел в семью какую-то, ну, условно, и ты потом чувствуешь себя частью, ты хочешь возвращаться снова и снова это чувствовать. И потом ты уже хочешь заходить туда, открывая Дверь ногой, дверь с условно ноги говоря, и да, говорить, ну, так. и привить своих друзей. И как бы, ну вот в этом есть такая И определенная друзьям магия. говорить, и друзьям, и когда ты заходишь, и все гости, незнакомые люди говорят «О, там, Дима, Антон, Вася, Да. привет!» И ты Ты своему другу такой like a типа... boss такой. «Всё». Заходите в Класс. мою чайную. Это уже понимаешь, психология. Эта штука, да, вот и, именно чайная для меня вот в последнее время она больше мне показывает именно психологические моменты, как можно Это да. психологией управлять. Алкоголь, да, алкоголь, но в Москве все научились готовить вкусные коктейли, да, есть вкусная еда, все научились ее подавать, но вот Более того, извините, я перебью, есть хорошие места, которые готовят вкусные коктейли, но закрываются или, допустим, терпят убытки. И никто не может понять, да, почему. либо есть места, в которых готовят вкусную еду, но там нет гостей. Или на вкусный напиток, но туда никто не ходит. А как раз вот чайная, она позволяет... То есть, когда я там начинал работать, мне казалось, что это место именно вот коктейли, именно вот еда. И со временем я начал понимать, что это вообще другая, и это очень тонкая такая материя, которой ты можешь управлять. Я делаю выводы, что бартендеры, которые работают в чайной, это не просто бартендеры из индустрии, это именно люди, которые переняли энергетику места. Да, да, И Конечно. помимо того, что они По-другому бартендеры нельзя. профессиональные, это еще уникальные какие-то своеобразные личности, которые могут этим всем управлять. Я еще часто все время шучу о том, что чайная, она существует как бы без нас. Это штука, которая напитала в себе энергии, само помещение, вот само пространство. Представляешь, там с 2003 по 2011 варили чай. И люди там отдавали энергию просто вот так вот. И это, она сама стены пропитана. И вот и мне один знакомый, чайный как раз, чайный чувак, сказал, что в чайной офигенный энергетик, потому что оттуда уходить неохота. Ты зашел, сел, и тебе не хочется выйти обратно. Да, пока вы не Ты варишь закрываетесь чай, и не ты думаешь, выгоняете, что сам люди такой будут Когда сидеть. сами Да. уже не выходим, с нами никто не уйдет. Вот ты реально, ты можешь говорить 10, 15, 20 раз, ребята, мы закрыты. Все, да-да, и все равно сидят. И вот пока ты сам, все, я пошел. Да, музыку Да. не Все выключил, за Рома мной. не налил. Даже музыку выключил, даже Рома налил. И все равно Пока сидят. мусорный мешок уже, даже все, со мной мусор выкидывать. Да, пойди помоги. Это да. И тогда, окей, так вы закрылись. Так, время 7 утра вторника, алло. Класс. И эта штука, да, которая, она как-то вот больше нами управляет, чем мы.